Венгрия сдала позиции, разблокировав 90 миллиардов евро для Киева. Европа в ущерб себе запускает бесконечный санкционный маховик против Москвы, где новые пакеты ограничений будут штамповаться автоматически. Ультиматум по нефтепроводу «Дружба». У Зеленского не осталось выбора. Теперь подробно и по делу. Александр у микрофона. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза официально закрепили прорыв, который еще неделю назад казался невозможным. Венгерская блокада ликвидирована. После победы оппозиционного лидера Петера Мадьяра на внутренних выборах в Венгрии Будапешт резко сменил риторику, и путь к 90 миллиардам евро для Киева теперь свободен. По сути, у Виктора Орбана выбили почву из-под ног, лишив его главного рычага шантажа. Кая Каллас подтвердила, что ситуация изменилась мгновенно. После выборов в Венгрии наметился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по 90-миллиардному кредиту в ближайшие 24 часа. Глава шведского МИДа Мария Мальмер-Стеннергард также подтвердила, политические барьеры рухнули, и обещание, данное Владимиру Зеленскому, будет выполнено. Я настроена довольно оптимистично. После того, как венгерское препятствие, так сказать, исчезло, и мы теперь сможем выполнить обещание, данное украинцам, относительно кредита в 90 миллиардов евро. Но деньги – это только часть сделки. Европа начала помогать Зеленскому в самом чувствительном вопросе – возврате людей призывного возраста. В Германии риторика канцлера Фридриха Мерца сменилась на прагматичную. Безусловная защита для украинских мужчин заканчивается. Берлин больше не видит в них просто беженцев, теперь это ресурс, необходимый Киеву. Польша и страны Балтии идут еще дальше, создавая среду, где легальное пребывание без постановки на военный учет становится невозможным. По сути, людей не будут высылать силой, но через блокировку документов и отмену пособий их ставят перед выбором – либо возвращение, либо статус нелегала без прав. Ситуация не терпит отлагательств. Украинская энергосистема на пределе, и без этих вливаний социальный сектор просто не доживет до зимы. Хелен Маккенти из Ирландии рубит с плеча: этот кредит необходим для выживания критической инфраструктуры. На самом деле Владимир Зеленский неоднократно давал понять, без этой ликвидности удержать фронт и тыл одновременно станет невыполнимой задачей. Европа наконец-то осознала, что платить за восстановление ТЭЦ сейчас дешевле, чем разгребать последствия коллапса завтра. Этот кредит абсолютно необходим. Он нужен не только с точки зрения обороны, но и для инвестиций в критическую инфраструктуру, которая постоянно разрушается Россией. Параллельно Брюссель переходит в атаку на экономическом поле. Кестутис Будрис анонсировал запуск антиобходного инструмента в рамках 20-го и 21-го пакетов санкций. Теперь под удар попадают не только российские заводы, но и посредники в третьих странах. Кая Каллас при этом обозначила позицию Евросоюза как никогда жестко. Покупка российских ресурсов – это прямая передача рычагов управления в руки Москвы. Ультиматум Каллас предельно ясен. Европа должна полностью перекрыть финансовый кран, иначе каждый евро за газ будет конвертирован в ракеты. Но в конечном счете, если вы покупаете российскую нефть и газ, то рычаги влияния на вас у России есть. Это предельно ясно. То есть, если мы хотим избавиться от этого рычага давления, мы не должны давать им эти доходы, будь то через дружбу или каким-то другим способом. 20-й пакет уже подготовлен. Мы должны двигаться вперед, потому что это реальный инструмент того, как мы будем оказывать давление на Россию и приближаться к справедливому и долгосрочному миру. Швеция требует поставить санкции на промышленный конвейер, чтобы 21-й пакет был принят до начала лета. Это лишит Москву возможности торговаться и использовать право вето лояльных стран. Но самый хитрый ход сделала еврокомиссар Марта Кос. Она прямо связала выплату 90 миллиардов с возобновлением работы нефтепровода «Дружба». По сути, Брюссель берет экспортные маршруты под внешнее управление. Деньги Киев получит только тогда, когда логистика будет работать по европейским правилам. Нам нужно продвигаться вперед с 20-м пакетом санкций, но также и с 21-м пакетом, который нам необходимо принять до лета. Самый тонкий момент – нефтепровод «Дружба». Раньше Владимир Зеленский жестко блокировал прокачку российской нефти через Украину, отвечая на антиукраинские демарши Орбана. Теперь Марта Кос связала выплату 90 миллиардов с возобновлением работы трубы. Это означает, что Киев и Будапешт вынуждены прийти к компромиссу, венгры перестают блокировать помощь, а Украина возвращает транзит. Брюссель фактически выступает гарантом этой долгожданной сделки. Если в ближайшие дни нефть пойдет по трубопроводу «Дружба», мы сможем очень быстро начать выплату кредита в 90 миллиардов евро для Украины.
На фоне финансового давления военная машина Евросоюза тоже не остановилась на месте. Тренировочная миссия Европы уже подготовила 90 тысяч солдат для вооруженных сил Украины, и теперь фокус смещается на четвертый столб безопасности – киберзащиту и реформу оборонного сектора. Это долгосрочная стратегия, которая делает поддержку Украины системной и независящей от смены правительств в отдельных странах. Кроме того, наша миссия ЕС по оказанию помощи матерям в настоящее время обучила более 90 тысяч украинских солдат. Точку в дискуссии поставила Элина Валтонин из Финляндии. Она фактически объявила о нежизнеспособности нынешнего курса Российской Федерации, указав на демографическую яму и бегство квалифицированных кадров. Хельсинки призывают Москву признать, время имперских амбиций прошло, пора спасать собственное население от экономической деградации. Пока первые транши готовятся к отправке в мае 2026 года, Евросоюз фиксирует курс на полное истощение противника. Сегодня очень много актуальных вопросов, и я хочу начать с того, что Российской империи не будет. Время для этого закончилось, и, конечно, русские сами это знают. Потому что экономика разрушается, население стареет и, конечно же, рабочая сила сокращается. У бизнеса нет будущего. Кроме того, российское руководство, безусловно и совершенно очевидно, не может заботиться даже о своем собственном народе, как мы говорим, в условиях растущей бедности во всех регионах. Европа окончательно перешла от слов к делу, превратив нефтепровод «Дружба» в инструмент политического давления и открыв финансовый шлюз на 90 миллиардов евро. Брюссель ясно дал понять, поддержка Киева теперь будет системной, автоматической и направленной на полное экономическое истощение противника. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Александр, всем пока!